Ван Линь. Кто такие бессмертные древние боги? И что такое небесное Дао? Устраивайтесь поудобнее, а мы начинаем. В эпоху, когда сама Вселенная только очнулась от сна, вместе с ней зародились и первые разумные существа. Среди них были и люди, в чьих жилах текла золотая кровь, потомки звезд и предвестники новой эры. На протяжении тысячелетий разные расы и племена были вовлечены в бесконечную борьбу за власть и доминирование. Войны, которые вспыхивали между ними, были отмечены неистовой яростью и пугающей жестокостью, оставляя за собой следы разрушения и страданий. Каждая сторона стремилась утвердить свое превосходство, и конфликты часто носили беспощадный и кровопролитный характер, что еще больше разжигало пламя ненависти и вражды между враждующими группами. Эта вечная борьба за превосходство стала неотъемлемой частью истории, оставляя глубокие шрамы и незаживающие раны, которые передавались из поколения в поколение. Но среди бесчисленных людей выделился один человек, наделенный исключительным даром и жаждой познания. Он взращивал свою силу до предела, преодолевая все мыслимые и немыслимые препятствия, и в конце концов достиг вершины могущества. В сражениях он был непобедим, и его имя стало синонимом страха и уважения. Люди шептали о нем с благоговением, прозвав его бессмертным, ибо казалось, что даже сама смерть не осмеливалась противостоять ему. Его легенда росла с каждым днем, и его имя стало вписано в анналы истории как имя величайшего воина, которого мир когда-либо видел. Бессмертный, достигнув вершины могущества, не остановился на достигнутом. Его стремление к знаниям и пониманию мира было безграничным, и он продолжал совершенствоваться, постигая все глубже тайны Дао. Он стремился постичь саму суть мироздания и, в конце концов, смог создать собственное Дао, уникальную систему законов, отражающую его сущность и волю. Это Дао стало ядром новой реальности, подчиняя себе все сущее, определяя судьбы живых и неживых, управляя течением времени. Прошлое, настоящее и будущее сливались в единое целое под его властью. Это Дао управляло кармой, связывая причины и следствия, даруя жизнь одним и обрекая других на забвение. Оно стало высшим законом, регулирующим ход событий, и бессмертный, как его создатель, получил абсолютную власть над судьбами всех существ. Его Дао стало основой новой реальности, и все, что существовало, было связано с ним неразрывными нитями причин и следствий. Бессмертный, таким образом, стал не только могущественным существом, но и творцом и правителем новой реальности, где все было подчинено его воле и законам его Дао. Окруженные благоговейным страхом, люди стали считать это Дао высшей ступенью совершенства, недостижимой высотой, возвышающейся над смертными, словно само небо. Так Дао бессмертного обрело имя Небесное Дао. Культиваторы древней эпохи для продвижения по культивации должны были преобразовать первородную энергию, чтобы их тела могли усваивать эту мощь. С помощью Небесного Дао первородная энергия трансформировалась в небесную. Являясь ситом для энергии Вселенной, Небесное Дао помогало культиваторам быстрее усваивать энергию, чтобы они могли быстрее совершенствоваться. С тех пор путь культиватора, проложенный бессмертным, стал основным стремлением для тех, кто жаждал совершенства. Обученные его наследием, они стремились постичь и создать собственные версии Небесного Дао в надежде обрести подобное могущество. Для последователей Небесного Дао основой духовного совершенствования является зародыш. Уникальная духовная сущность, которая служит оболочкой их внутренней силы и души. Развивая и совершенствуя свой зародыш, культиватор получает возможность защищать свою душу и физическое тело от смертельной опасности, делая себя более устойчивым и непобедимым. Бессмертный с помощью Небесного Дао смог подчинить почти все племена. Однако было одно племя, непокорное и гордое. Древний клан. Они отвергли рабство перед Небесным Дао, решив противостоять небесам
и сокрушить существующий порядок. Они верили, что способны создать собственное дао, способное противостоять мощи небес. Путь древних к совершенству был совершенно иным. В то время как культиваторы небесного дао стремились развить свой дух, древний клан сосредоточился на теле. Они стремились создать тела, невосприимчивые к власти небесного дао, непробиваемые и неуязвимые. Они открыли способ впитывать изначальную энергию Вселенной, которая была отлична от небесной, и напрямую вливали ее в свою плоть и кровь. Этот уникальный подход позволял им сделать свое тело вместилищем первородной силы, которая была более фундаментальной и первичной, чем небесная энергия. В результате их тела стали сосудами для сырой, неукрощенной энергии, которая была присуща самим основам существования. Этот путь был более рискованным и непредсказуемым, чем традиционный подход небесных культиваторов, но он обещал непревзойденную силу и контроль над фундаментальными силами Вселенной. Адепты древнего клана таким образом стали хозяевами первородной энергии, и их тела стали инструментами для выражения этой силы, что позволяло им достичь уровней могущества, которые были недоступны небесным культиваторам. Достигнув предела насыщения первородной энергией, тело заключалось в кокон, где оно растворялось в кипящей массе крови и плоти. Из этого хаоса рождалось новое, более могучее тело, способное вместить еще большее количество энергии, открывая путь к дальнейшему росту и совершенствованию. По мере роста силы древнего клана, небесное дао столкнулось с проблемой, с которой оно не могло справиться в одиночку. Древний клан с его членами, прошедшими через множество перерождений, стал практически неуязвимым для небесного воздействия. Каждое новое перерождение делало их тела все больше, мощнее и прочнее, способными удерживать огромные запасы изначальной энергии. В результате небесное дао оказалось бессильным против них. Чтобы защитить себя и поддержать баланс сил, небесное дао было вынуждено полагаться на своих верных последователей, небесных культиваторов, которые стали стражами и мечом правосудия. Эти преданные служители небесного дао были готовы защищать его принципы и наказывать, кто осмеливался нарушать законы дао, включая могущественных членов древнего клана. С тех пор, как началось противостояние между последователями небесного дао, которые ныне гордо именующие себя бессмертными, и древним кланом, началась война, которая длится уже тысячелетиями, сотрясая основы мироздания и определяя судьбу всего сущего. Война дао разгорается в вечном противостоянии двух непримиримых сил, каждая из которых стремится доказать свое превосходство и утвердить свое право на доминирование в мире. Небесные воины с их непревзойденной духовной силой сражаются за сохранение баланса и порядка в мире, в то время как адепты древнего клана с их огромными запасами первородной энергии и могучими телами стремятся разрушить существующий порядок и создать новый мир, в котором они будут доминировать. Выражаю огромную благодарность зрителям. Напишите комментарии под данным роликом. Я все читаю, и если у кого-то возникнут вопросы, я постараюсь ответить. Если данный ролик понравился, ставьте лайки. Если нет, тогда дизлайки. Удачи всем и пока-пока.